Иллюзия миллиардов. Хроника великого обмана. Глава 1. Архитектор тишины. На 19-м этаже Lipstick Building, знаменитого нью-йоркского небоскреба, дом «Губная помада», на 3-й авеню, всегда царила идеальная, почти монастырская тишина. Здесь располагался офис компании Bernard L. Meadow Investment Securities. Пол из дорогого серого гранита был отполирован до зеркального блеска, на стенах висели строгие черно-белые фотографии Манхэттена, а сотрудники передвигались бесшумно, словно боялись спугнуть саму удачу. За массивным столом из черного дерева восседал Бернард Лоуренс Мейдов. Для Уолл-стрит он был не просто человеком, он был институтом. Бывший председатель биржи NASDAQ, пионер электронной торговли, филантроп, патриарх почтенного семейства. В свои 70 лет Берни выглядел безупречно. Идеально скроенные костюмы отца Велеро, серебряные волосы, зачесанные назад, и мягкая, внушающая абсолютное спокойствие улыбка. Телефон на его столе тихо зажужжал. Мейдов поднял трубку. На том конце провода был один из его давних клиентов, управляющий крупным европейским фондом. «Берни, добрый день», — голос европейца звучал взволнованно. На рынке паника. Лиморн Братерс на грани, рынки летят в пропасть. Мои инвесторы в ужасе. Скажи, у нас все в порядке? Берни мягко усмехнулся. Этот звук подействовал на собеседника как сильное успокоительное. «Мой дорогой друг», — произнес Мейдов своим фирменным гипнотическим баритоном. «Вы ведь знаете мою стратегию. Мы вне рынка, когда он падает, и мы в рынке, когда он растет. Посмотрите на отчеты за прошлый месяц. Плюс 1%. Пока весь мир горит, мы зарабатываем. Спасайте свои нервы, а о деньгах позабочусь я». Он положил трубку и посмотрел в окно. Там, внизу, бурлил Нью-Йорк, охваченный паникой кризиса 2008 года. Берни знал то, чего не знал больше никто в мире, его отчеты были фальшивкой. Никакой стратегии не существовало. На самом деле на 19-м этаже не происходило никаких торгов. Все, что там было, это старый матричный принтер, который без остановки печатал миллионы поддельных выписок для клиентов. Берни Мейдов создал самую большую финансовую пирамиду в истории планеты. Мираж стоимостью в 65 миллиардов долларов. И этот мираж уже начинал таять. Глава 2. Парень из Квинса. Чтобы понять, как Берни удалось обвести вокруг пальца умнейших людей планеты, нужно вернуться в конец 1950-х годов. Бернард Мейдов не родился с золотой ложкой во рту. Он вырос в Квинсе, в еврейской семье среднего достатка. Его отец занимался торговлей, но дела шли с переменным успехом, семья постоянно балансировала на грани банкротства, что оставило в душе молодого Берни глубокий, панический страх перед нищетой и неудачей. Берни обладал редким качеством, он умел нравиться людям и казаться невероятно солидным. Свою первую фирму он основал в 1960 году, скопив всего несколько тысяч долларов. Он подрабатывал спасателем на пляже в Лонг-Айленде и устанавливал садовые разбрызгиватели, чтобы раздобыть стартовый капитал. В те годы Уолл-стрит была закрытым клубом для избранных англосаксов из Лиги Плюща. Парню из Квинса там делать было нечего. Но Берни нашел лазейку. Вместо того, чтобы соревноваться с гигантами на Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE, он занялся торговлей так называемыми грошовыми акциями вне биржи. Мейдов одним из первых понял, что будущее за компьютерами.
В 1970-х годах он вложил огромные деньги в разработку электронных систем торговли. Его фирма стала одним из сооснователей биржи NASDAQ. Компьютеры Мейдоффа исполняли ордеры быстрее и дешевле, чем живые брокеры на паркете NYSE. К началу 1980-х компания Берни обрабатывала до 5% всех сделок на американском фондовом рынке. Он стал сказочно богат и абсолютно легален. Его фирма приносила десятки миллионов долларов чистой прибыли в год. Но Берни этого было мало. Его манила другая сфера — управление чужими деньгами. Сфера, где крутились не миллионы, а миллиарды. И именно там он решил применить схему, которая впоследствии прославит его как величайшего монстра финансового мира. Глава 3. Закрытый клуб, Country-Club. Схема Мейдоффа начала обретать форму в 1980-х годах. Но она принципиально отличалась от классических пирамид вроде МММ Сергея Мавроди или схемы Чарльза Понце. Мейдофф не обещал 100% или 200% годовых. Он не обещал золотых гор. Он обещал нечто гораздо более привлекательное для богатых людей — стабильность. Его легендарная стратегия называлась Split-Streak Conversion — стратегия расщепленного страйка. Мейдофф утверждал, что покупает акции крупнейших компаний из индекса S&P 100 и одновременно страхует эти вложения покупкой и продажей опционов. В теории это должно было минимизировать убытки при падении рынка и давать умеренную, но постоянную прибыль при росте. Год за годом, десятилетие за десятилетием счета Мейдоффа показывали от 10% до 12% годовых. Ни больше и не меньше. Рынок мог взлетать во время бума доткомов или падать после терактов 11 сентября. Инвесторы Берни всегда видели в своих отчетах стабильный плюс. Это казалось чудом, финансовой алхимией. Но главным шедевром Мейдоффа был маркетинг. Он выстроил систему так, что не он бегал за клиентами, а клиенты умоляли его взять их деньги. Берни создал ореол эксклюзивности. Стать инвестором Мейдоффа можно было только по личной рекомендации. Он обхаживал богатых евреев в элитных загородных клубах Лонг-Айленда и Палм-Бич. Он играл с ними в гольф, пил дорогое вино, жертвовал миллионы на еврейские благотворительные организации. «Знаете, как бы невзначай говорил Берни очередному мультимиллионеру за партией в гольф, мой фонд переполнен. Я физически не могу принимать новые средства, чтобы не размывать стратегию». У потенциального клиента тут же загорались глаза. Возможность отдать деньги Мейдоффу стала символом статуса, пропуском в высшее общество. «Если ты у Берни, значит, ты преуспел», — шептались в кулуарах. Люди умоляли взять их миллионы. Иногда Мейдофф сдавался и делал одолжение, принимая деньги под снисходительную улыбку. Вскоре слухи о «финансовом боге» вышли за пределы загородных клубов. В игру вступили так называемые фонды-фидеры, фидер-фундс, крупные инвестиционные компании, которые собирали деньги по всему миру и целиком отдавали их в управление Мейдоффу. Среди них был Fairfield Greenwich Group, фонд Тремант и многие другие. В пирамиду потекли миллиарды из Европы, Азии и Латинской Америки. Инвесторами Берни стали королевские семьи, крупнейшие европейские банки, такие как Santander и HSBC, голливудские знаменитости вроде режиссера Стивена Спилберга и актера Кевина Бейкона, а также тысячи пенсионеров, доверивших ему свои последние сбережения. Глава 4. Анатомия пустоты. Что же на самом деле происходило за закрытыми дверями Lipstick Building? Компания Мейдоффа была разделена на две части.
На 18-м этаже располагался абсолютно легальный, прозрачный брокерский бизнес, которым управляли сыновья Берни, Марк и Эндрю. Они были уверены, что их отец — гений, а фирма — образец честности. Но на 17-й и 19-й этажи вход им был заказан. Там находился отдел управления активами, та самая черная дыра. Доступ туда имел крайне ограниченный круг лиц. Ключевой фигурой был Фрэнк Ди Паскали, верный оруженосец Мейдоффа, парень из рабочего класса, который беспрекословно выполнял любые приказы босса. Механизм пирамиды был прост до ужаса. Когда новый инвестор приносил Мейдоффу $10 миллионов, эти деньги не отправлялись на биржу. Они просто ложились на огромный банковский счет в JP Morgan Chase. Если старому инвестору требовалось снять свои деньги или забрать дивиденды, Берни просто брал средства со счета Chase, те самые деньги, которые только что принес новый инвестор. Это была классическая схема Понци, но разросшаяся до масштабов транснациональной корпорации. Самой сложной задачей было создание иллюзии бурной деятельности. Для этого на 19-м этаже трудились программисты и операторы старых компьютеров. Используя исторические данные о торгах, они задним числом моделировали идеальные сделки. Например, если они знали, что акции Microsoft 2 недели назад упали до минимума, а потом выросли, они вносили в отчет клиента фальшивую запись: куплено 2 недели назад по минимальной цене, продано сегодня по максимальной. Компьютеры генерировали миллионы страниц фальшивых торговых подтверждений. Матричные принтеры шумели сутками, распечатывая отчеты, которые затем рассылались по почте. Клиенты открывали конверты, видели стабильный рост своих портфелей и ложились спать с абсолютной уверенностью в своем будущем. Они видели миллиарды на своих счетах. Но этих миллиардов никогда не существовало. Это были просто цифры на бумаге. Глава 5. Глаз вопиющего в пустыне. Могла ли эта схема существовать 30 лет без того, чтобы никто ничего не заподозрил? Нет. На Уолл-стрит были люди, которые умели считать. И главным кошмаром Мейдоффа стал человек по имени Гарри Маркополос. Маркополос работал аналитиком в инвестиционной компании Case Benchmark. В 1999 году его начальник поручил ему разобраться, как Мейдоффу удается показывать такие результаты, и скопировать его стратегию. Маркополос сел за расчеты. Он потратил ровно 5 минут, чтобы понять, здесь что-то не так. И еще 4 часа математического моделирования, чтобы доказать, стратегия Мейдоффа — это математически невозможный бред. Маркополос рассуждал логически. Чтобы совершать те объемы сделок с опционами, о которых заявлял Мейдофф, Берни должен был покупать больше опционов, чем вообще существовало на Чикагской бирже опционов CBOE. Мейдофф просто физически не поместился бы на рынке. Кроме того, график доходности Мейдоффа шел вверх под углом в 45 градусов, практически без единого колебания. В реальной экономике так не бывает. График Мейдоффа напоминал прямую линию пульса здорового человека, в то время как рынок всегда выглядит как кардиограмма при аритмии. В 2000 году Маркополос направил подробный отчет в SEC, комиссию по ценным бумагам и биржам США. Название отчета было говорящим: крупнейший в мире хедж-фонд, фальшивка. Реакция SEC? Нулевая. Они просто подшили бумагу в архив. Маркополос не сдавался. Он отправлял обновленные отчеты в 2001, 2005, 2007 и 2008 годах. Он прямо писал регуляторам: Мейдофф возглавляет схему Понци. Проверьте его счета в депозитарной компании DTCC.
Если там нет купленных акций, он мошенник. Чтобы проверить это, инспектору SEC нужно было сделать всего один телефонный звонок или совершить пару кликов мышкой. Но SEC была слепа. Мейдофф был слишком авторитетен. Он был другом руководителя комиссии, его племянница Шана Мейдофф вышла замуж за бывшего чиновника SEC. Когда инспекторы приходили к Мейдоффу с проверками, Берни включал все свое обаяние. Он водил их по офису, рассказывал анекдоты, намекал на свои связи на самом верху и подсовывал им фальшивые книги учета. Проверяющие, молодые и неопытные клерки были настолько очарованы масштабом личности Мейдоффа, что стеснялись задавать жесткие вопросы. Они закрывали проверки, не обнаружив никаких существенных нарушений. Маркополос дошел до такой степени отчаяния и паранойи, что начал опасаться за свою жизнь. Он был уверен, что Мейдофф связан с мафией или имеет киллеров, готовых устранить любого, кто раскопает правду. Гарри проверял днище своей машины на наличие бомб перед каждой поездкой. Но правда была в том, что Мейдофф никого не убивал. Ему это было не нужно. Государственная машина защиты инвесторов сама прекрасно защищала его от разоблачения. Глава 6. Карточный домик рушится. Любая финансовая пирамида может жить до тех пор, пока приток новых денег превышает отток старых. Мейдофф пережил азиатский кризис 1997 года, крах доткомов 2000-го, последствия 11 сентября. Но осенью 2008 года наступил идеальный шторм. Крах банка Lehman Brothers вызвал тектонический сдвиг в мировой финансовой системе. Рынки паниковали. Крупные институциональные инвесторы, столкнувшись с острой нехваткой ликвидности, бросились выводить деньги отовсюду, откуда только могли. А где были самые надежные, самые стабильные деньги, которые не упали в цене? Правильно, у Берни Мейдоффа. Телефон в Lipstick Building разрывался. Звонили из Женевы, Лондона, Мадрида, Токио. Всем нужны были наличные. В течение нескольких недель инвесторы потребовали вернуть в общей сложности около 7 миллиардов долларов. А на секретном счету Мейдоффа в JP Morgan Chase оставалось всего несколько сотен миллионов. Приток новых клиентов полностью прекратился, у людей просто не было денег. Берни заметался. Он судорожно пытался найти средства. Он звонил старым друзьям, умоляя их вложить еще хотя бы пару миллиардов в его суперприбыльную стратегию. Он даже обратился к ближневосточным инвесторам. Но Уолл-стрит была мертва, денег не было ни у кого. В начале декабря 2008 года Берни понял, что игра окончена. Завтра наступит день, когда он не сможет исполнить требования о выплатах. Портал в параллельную реальность, который он удерживал 30 лет, закрывался. 9 декабря Берни пришел домой в свои роскошные апартаменты на Манхэттене. Его жена Рут заметила, что он выглядит бледным и изможденным. «Берни, что происходит?» «На тебе лица нет», — спросила она. «Ничего, просто устал на работе», — тихо ответил он. На следующий день, 10 декабря, Мейдофф пришел в офис. Он вызвал своих сыновей, Марка и Эндрю, в свой кабинет. Берни предложил им выплатить бонусы сотрудникам на несколько недель раньше срока. Общая сумма составляла около 170 миллионов долларов. Сыновья были в недоумении. Фирма отца, как они думали, испытывала трудности из-за кризиса. Откуда такие добряки? Они начали расспрашивать его. Берни закрыл дверь кабинета, сел в кресло и посмотрел на сыновей взглядом человека, который только что добровольно шагнул в эшафот.
«Я пойду домой, и мы поговорим там», — сказал он. Вечером в квартире Мейдоффа на Манхэттене разыгралась семейная драма. Марк и Эндрю требовали объяснений. Берни сел напротив них, Рут стояла рядом. «Все это ложь», — тихо сказал Берни. «Что ты имеешь в виду под ложью?» — спросил Марк. «Бизнес по управлению активами — все это одна большая ложь. Там ничего нет. Это просто гигантская схема Понци». В комнате повисла мертвая тишина. Марк подумал, что отец сошел с ума от стресса. «О каких суммах идет речь, папа?» Берни поднял глаза. В них не было страха, только бесконечная пустота. Примерно 65 миллиардов долларов. Я абсолютно пуст. У меня ничего не осталось. Сыновья Мейдоффа были в шоке. Они выбежали из квартиры. Они понимали, если они промолчат хотя бы до утра, их признают соучастниками величайшего преступления в истории. Они немедленно связались с адвокатом, а тот — с федеральными прокурорами и ФБР. Глава 7. Арест и шоковые волны. Утром 11 декабря 2008 года в дверь апартаментов Мейдоффа постучали. На пороге стояли агенты ФБР. «Мы пришли по поводу бизнеса вашего отца», — сказал один из агентов Берни, который открыл дверь в спортивном костюме. Мейдофф вздохнул. Он казался человеком, с чьих плеч наконец-то сняли неподъемный груз. «Я знаю, зачем вы здесь», — сказал он. «Я сам во всем признаюсь. Этому нет никакого законного объяснения». Новость об аресте Берни Мейдоффа разорвалась над Уолл-стрит ядерным взрывом. Мир, уже измученный кризисом, содрогнулся от масштаба катастрофы. Газеты выходили с гигантскими заголовками. 65 миллиардов долларов. Сумма казалась астрономической, нереальной. Инвесторы Мейдоффа по всему миру переживали шок, переходящий в безумие. Люди, которые еще вчера считали себя мультимиллионерами и планировали безбедную старость, в один миг осознали, что они нищие. Благотворительные фонды, включая фонд Эли Визеля, лауреата Нобелевской премии мира, пережившего Холокост, объявили о закрытии. Мейдофф украл все их деньги. Известный французский аристократ и инвестор Тьерри де ля Вильхуши, потерявший в пирамиде Мейдоффа более 1,4 миллиарда долларов, как своих, так и денег своих клиентов, не выдержал позора. 23 декабря 2008 года его нашли мертвым в его офисе на Мэдисон-авеню. Он перерезал себе вены канцелярским ножом. И это была далеко не последняя жертва пирамиды. Общество требовало крови. Мейдофф стал самым ненавидимым человеком в Америке. Возле его дома круглосуточно стояли толпы обманутых вкладчиков и журналистов. Ему свистели, выкрикивали проклятия, угрожали расправой. Берни был вынужден носить пуленепробиваемый жилет во время поездок в суд. Глава 8. Расплата и проклятие рода. Судебный процесс над Берни Мейдоффом был недолгим. В марте 2009 года он признал себя виновным по всем 11 пунктам обвинения, включая мошенничество с ценными бумагами, отмывание денег и лжесвидетельство. В своем последнем слове в суде Берни обратился к залу, где сидели десятки его бывших друзей и клиентов, чьи жизни он разрушил, и оставил после себя шлейф разрушения. «Я понимаю, что это не искупить. Я живу в ужасном состоянии разума, зная, какую боль и страдания я причинил. Я прошу прощения у своих жертв. Я знаю, что это вам не поможет.
29 июня 2009 года судья Дэнни Чин огласил приговор — 150 лет лишения свободы. Это был максимальный возможный срок. Зал суда встретил приговор бурной овацией. Судья отметил, что преступление Мейдоффа было экстраординарным по своей жестокости и масштабу, и мягкость здесь неуместна. Берни отправили в тюрьму строгого режима Батнер в Северной Каролине. Но настоящая трагедия развернулась за пределами тюремных стен, внутри его собственной семьи. Преступление Берни наложило проклятие на весь его род. Хотя следствие доказало, что его сыновья Марк и Эндрю действительно ничего не знали о пирамиде, общество им не поверило. Пресса устроила на них настоящую охоту. Против них были поданы десятки гражданских исков, их счета были заморожены. Их имена были осквернены навсегда. Марк Мейдофф не смог выдержать этого давления. Он не мог устроиться на работу, от него отвернулись друзья, его преследовал страх, что его детей будут всю жизнь клеймить за грехи деда. 11 декабря 2010 года, ровно через 2 года после ареста отца, Марк был найден повешенным в своей квартире на Манхэттене. В соседней комнате спал его 2-летний сын. В предсмертной записке жене он написал: «Теперь ты свободна от этой лжи». Берни в тюрьме отказали в разрешении присутствовать на похоронах сына. Младший сын, Эндрю Мейдофф, долгие годы боролся с редкой формой рака — лимфомой. Он публично отрекся от отца, заявив в интервью, что Берни убил его брата и медленно убивает его самого. Заболевание, находившееся в стадии ремиссии, обострилось на фоне колоссального стресса. Эндрю скончался в сентябре 2014 года в возрасте 48 лет. Жена Берни, Рут Мейдофф, с которой он прожил более 50 лет, осталась одна. Суд отобрал у нее практически все имущество, пентхаусы, виллы и яхты. Ей оставили лишь $2,5 миллиона, которые не были связаны с пирамидой, но и эти деньги она большей частью раздала жертвам. Она сменила имя, переехала в тихий городок в Коннектикуте, где жила в безвестности, избегая любых контактов с прошлым. Глава 9. Охотник за призраками. Пока Берни отбывал свой 150-летний срок, началась другая, не менее масштабная эпопея — поиск и возвращение денег. Суд назначил специального попечителя, адвоката Ирвинга Пикарда, задача которого казалась невыполнимой — найти $65 миллиардов, которые испарились в воздухе. Пикард проявил себя как настоящий финансовый детектив. Быстро выяснилось, что реальных денег в пирамиде было потеряно меньше, чистый ущерб, то есть реально вложенные инвесторами средства, без учета виртуальных вымышленных процентов, которые рисовал принтер Мейдоффа, составлял около $19 миллиардов. Остальные 46 миллиардов были просто фантазией, прибылью, существовавшей только в отчетах. Пикард начал агрессивную юридическую кампанию. Он подавал иски против тех, кого назвал «чистыми победителями» net winners, инвесторов, которые успели снять из фонда Мейдоффа больше денег, чем вложили. Но мы не знали, что это пирамида. Мы думали, это честная прибыль. Возмущались они. «Это не имеет значения», — отвечал Пикард. «Вы получили деньги, украденные у других людей. Верните их в общий котел». Пикард судился с крупнейшими банками, которые закрывали глаза на странности Мейдоффа, с фондами-фидерами, с родственниками Берни. Одним из главных успехов Пикарда стало мировое соглашение с вдовой Джеффри Пикауэра, одного из ближайших друзей и первых инвесторов Мейдоффа. Пикауэр успел вывести из пирамиды миллиарды. После его смерти его вдова согласилась вернуть в фонд пострадавших невероятную сумму — $7,2 миллиарда.
К 2026 году Ирвинг Пикард совершил невозможное. Ему удалось вернуть более 14,5 миллиардов долларов, более 75% от реальных потерь инвесторов. Это беспрецедентный результат для банкротства финансовых пирамид, где обычно вкладчики получают лишь жалкие центы на доллар. Но даже эти миллиарды не могли вернуть погибших людей и разрушенные семьи. Глава 10. Финал в Батнере. В тюрьме Батнер Берни Мейдофф превратился в живой экспонат, памятник собственной гордыни. Тюрьма — странное место, и там Мейдофф неожиданно обрел своеобразный авторитет. Для мелких воров, наркоторговцев и мошенников он был легендой, боссом боссов, человеком, который украл больше всех в истории. К нему подходили за советами по экономике, его просили расписать автографы на тюремных бланках. Одно время Берни даже контролировал внутренний тюремный рынок монополии на покупку горячего шоколада. Он скупил весь шоколад в тюремном ларьке и продавал его заключенным с наценкой, снова построив мини-монополию. Хобби великого комбинатора не умирало даже за решеткой. Но здоровье Берни стремительно ухудшалось. В 2020 году его адвокаты подали прошение о досрочном освобождении по гуманитарным соображениям. Они утверждали, что у Мейдоффа терминальная стадия почечной недостаточности и ему осталось жить меньше 1,5 лет. Берни хотел умереть дома. Суд рассмотрел прошение. Прокуроры предоставили десятки писем от обманутых вкладчиков. Пусть гниет в тюрьме, он не сжалился над нами, почему мы должны жалеть его? Писали люди. Судья Чин отклонил прошение, заявив, что Мейдофф так и не осознал до конца всю глубину своего злодеяния. 14 апреля 2021 года в медицинском центре Федерального исправительного комплекса в Батнере на 83-м году жизни Бернард Мейдофф умер. На его похоронах не было никого. Его тело было кремировано, а прах передан немногочисленным оставшимся в живых дальним родственникам, которые предпочли не разглашать место его захоронения. Эпилог. Урок, который никто не выучил. История Берни Мейдоффа — это не просто история о жадности одного человека. Это история о коллективном ослеплении. Мейдофф не был гипнотизером в буквальном смысле слова. Он просто давал людям то, чего они страстно желали — иллюзию безопасности в хаотичном мире финансов. Инвесторы не задавали вопросов, потому что ответы могли разрушить их прекрасную сказку. SEC не проводила глубоких проверок, потому что Мейдофф был частью системы, своим парнем, лицом Уолл-стрит. Каждые несколько лет на финансовых рынках появляется новый гений. Меняются технологии, на смену акциям и опционам приходят криптовалюты, стартапы в сфере искусственного интеллекта или сложные деривативы. Но психология человека остается неизменной. Жажда легкой выгоды, страх упустить возможность и слепая вера в авторитеты всегда будут идеальной почвой для новых архитекторов пустоты. А на 19-м этаже Lipstick Building теперь сидят другие компании. Там новые интерьеры, новые компьютеры и другие люди. Но если прислушаться в тишине, иногда кажется, что сквозь шум современного офиса все еще слышен монотонный, призрачный стук старого матричного принтера, который печатает несуществующие миллиарды.